Добрый день, мои дорогие зрители! Вы на канале «Домашнее похудение и здоровье». Меня зовут Наталья. Сегодня у нас с вами очень интересная тема под названием «Фитнес для домохозяек» или «Сколько калорий мы тратим дома на хозяйстве, будем иметь в виду квартиру». Чем бы мы ни занимались, любое занятие расходует наши калории. Просто либо больше, либо меньше. Такие пассивные виды деятельности, как чтение, еда, сон, они отнимают совсем мало у нас калорий, поскольку энергии на их выполнение затрачивается немного. Совершенно другой разговор, если мы возьмем такую деятельность, как работа на даче, уборка квартиры. Эти виды деятельности способны сделать нас стройными и подтянутыми. Эти занятия по дому, они не только сжигают наши калории, но и нагружают мышцы, развивают гибкость суставов. Таким образом, проблему, как похудеть, можно решить дома и, заметьте, бесплатно. Давайте в среднем посчитаем, а потом суммируем, сколько тратит женщина-домохозяйка килокалорий в день. Любое спортивное занятие обычно начинается с разминки. Это позволяет разогреть мышцы и подготовить их к нагрузкам. Тем самым мы избегаем травмы. Если придерживаться этого же принципа в домашней уборке, логично будет начать с относительно простых видов деятельности. Для начала неплохо застелить постель. 10-минутная процедура израсходует около 15 килокалорий. Не в обиду сказано, но часто встречаю таких людей, которые не моют посуду с вечера. Полчаса такой работы потребует порядка 60 килокалорий. Перед началом генеральной уборки неплохо вынести мусор. Это займет у вас 5-10 минут, в ходе которых будут потрачены 10-20 килокалорий. И, наконец, необходимо разложить по своим местам все вещи и предметы, которые лежат не там, где нужно. Убрать одежду в шкаф, а игрушки в коробке. Часто такая нехитрая задача требует довольно-таки много времени. Если предположить, что на это у вас уйдет 40 минут, значит будет потрачено еще не менее 70 килокалорий. Таким образом, подготовительная часть к генеральной уборке займет почти 1,5 часа, однако они не пройдут даром. Помимо порядка в доме, эти 1,5 часа принесут пользу вашей фигуре, ведь за это время вы израсходуете более 150 килокалорий. Это, кстати, столько же, сколько бы вы потратили в ходе получасового занятия йогой. Ну что, дорогие домохозяйки, приступаем к основным процедурам. Вытирание пыли в среднем занимает около 15-20 минут и расходует 20-25 килокалорий. Удаление пыли при помощи пылесоса за 30-40 минут сжигает примерно 100-120 килокалорий. Если в течение часа подмести и помыть пол в квартире, это займет где-то 230-250 килокалорий. Почистить сантехнику в ванной, плитки, зеркала за 40 минут мы потратим 200 килокалорий. А если в этот же день вы надумаете мыть окна, то отнимите еще минимум 280 килокалорий. Если постирали, то 1 час глажки белья лишит вас 200-210 килокалорий. Дальше нам необходимо сходить в ближайший магазин за продуктами, это 100 килокалорий за полчаса. Дальше что мы делаем? Готовим обед как минимум из 2 блюд, салат и суп, это 160-180 килокалорий, если вы управитесь за 1 час. 30-минутная прогулка с собакой заберет у вас еще 140 килокалорий. В итоге мы с вами потратили уже 1500 килокалорий, это минимум. А ведь еще у многих домохозяек есть маленькие дети. Приплюсуем калории, потраченные с ними. В расчет берут 30 минут. При 30-минутном купании ребенка мы затрачиваем примерно 95 килокалорий. Когда мы ребенка одеваем либо кормим, за полчаса мы тратим 70 килокалорий. Перенос маленьких детей на руках у нас расходует как минимум 100 килокалорий. Все зависит от веса ребенка. Сидение с ребенком на коленях – это 25 килокалорий за полчаса. Прогулка с коляской – 77 килокалорий. Если детишки у вас постарше, то прогулка с детьми в парке полчаса занимает 126 килокалорий минимум. Игра с детьми сидя сжигает у вас 70 килокалорий за полчаса. Если вы играете активно с детьми, с ходьбой и бегом, то 140. Каждая домохозяйка, которая смотрит эту передачу, видит, что в подсчет я включила лишь некоторые виды деятельности. Например, всего одно приготовление пищи. Я не учла такие мелкие моменты, как принятие ванны, укладка волос, утренняя гимнастика, на что тоже тратятся калории. Здесь я привела данные по калориям только не потребления, а расхода. Они сгенерированы для обычной женщины 25-35 лет весом 60-70 кг. Чем женщина по весу крупнее, тем калорий затрачивается больше.
Индивидуальный расчет и как рассчитать, сколько вы тратите калорий в спокойном состоянии, я рассказывала в прошлой передаче. Ссылку оставлю в комментариях под видео. В любом случае, расход энергии во многом зависит от интенсивности работы. Если очень неторопливо выполнять действия, то калорий расходуется меньше, нежели если вы эту же работу сделаете за полчаса. Так или иначе, активная домохозяйка в день затрачивает не менее 1500 килокалорий. В одной из своих передач я обязательно расскажу, сколько затрачивает энергии домохозяйка в частном доме. Разница большая. Ну а наша передача подошла к концу. Это был канал «Здоровье и домашнее похудение». С вами была Наталья. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока!